В один из обычных дней, когда мир жил по своим привычным законам, группа ученых решила, что пора взглянуть на реальность с другой стороны. Они не предполагали, что вскоре наткнутся на потрясающее открытие, которое перевернет наши представления об устройстве мира. Все началось с создания новой технологии, которая была задумана как инструмент исследования самой материи Вселенной. Цель была проста — раскрыть тайны, которые до сих пор ускользали от научного сообщества. Однако, как это часто бывает, реальность оказалась намного сложнее. В какой-то момент, когда квантовый сканер заработал на полную мощность, данные, поступающие с устройства, начали показывать аномалии. Ученые заметили, что некоторые частицы вели себя так, будто они не принадлежат нашему миру. Более того, эти частицы не подчинялись привычным законам физики, а вместо этого следовали неким странным алгоритмам, будто запрограммированным извне. Это было только начало. Чем глубже они погружались в изучение этих аномалий, тем яснее становилось, что перед ними не просто случайный сбой или ошибка, а нечто более серьезное. Программные модели показывали, что матрица нашего мира, если так можно выразиться, обладает не только многослойностью, но и то, что на каждом из уровней происходят изменения, которые нельзя объяснить обычной физикой. Исследование этих уровней открывало новые горизонты, и эта маленькая группа людей оказалась на пороге небывалого открытия. Вот так, с научного любопытства и детального анализа отдельных частиц начался тот путь, который приведет их к невероятному открытию о нашей реальности. Они не знали, что вскоре окажутся на передовой линии битвы за истину о природе нашего существования. Именно эти усилия стали ключевым звеном, которое помогло раскрыть первую трещину в иллюзии, о которой мы даже не подозревали. Но что же было дальше? Какие еще шокирующие откровения ожидали их впереди? Погружение в неизвестность. Технология, которая изменила все. Когда квантовый сканер сделал первые открытия, ученые поняли, что столкнулись с чем-то уникальным. Технология, изначально созданная для анализа материи, показала, что реальность не такая, какой мы ее знаем. Исследователи решили усилить мощность сканера и нацелить его на более глубокие уровни. Это стало моментом, после которого пути назад уже не было. Ученых ожидал шок. Многослойная структура реальности начала проявляться с поразительной четкостью. На каждом новом слое обнаруживались закономерности, выходящие за пределы привычной науки. Вскоре группа поняла, что каждая новая аномалия соответствует новому уровню симуляции. Было очевидно, что они натолкнулись на искусственную структуру, тщательно спроектированную и контролируемую. Ученые разработали алгоритм, который позволил проникнуть глубже, исследуя не только материальные частицы, но и алгоритмы, за ними стоящие. Это дало возможность заглянуть за завесу и увидеть, как буквально все в мире подчиняется правилам, составленным кем-то или чем-то. Технология модифицировалась с каждым новым открытием. Ученые создали систему визуализации, чтобы наглядно представить, как выглядит каждый уровень реальности. Они увидели, что алгоритмы аналогичны тем, которые используют современные программные коды, но были куда более сложны и запутаны. Складывалось впечатление, что сам мир — продуманный проект, чья цель оставалась неизвестной. Они были на пороге понимания, что за всей этой иллюзией существует высший разум или система, управляющая нашим восприятием. Именно в этот момент встал вопрос, кто и зачем создал такую сложную симуляцию. Ученые разработали план по раскрытию оставшихся загадок, зная, что впереди их ждут не менее удивительные открытия. Но самая главная тайна, кто и почему стоит за всем этим, оставалась еще нерешенной. Искусственный разум и его сценарий. Кто пишет правила нашей игры? Сложно представить, что за многослойной структурой мира скрывается нечто большее, чем просто законы физики. Исследователи, проникнув в глубину этой иллюзии, поняли, что каждое действие, каждое событие подчиняется неведомым алгоритмам. Казалось, наш мир — это тщательно спроектированная игра, где каждое движение продумано до мелочей. Эти алгоритмы были фактически сценариями, управляющими всеми аспектами нашего существования. Когда они начали изучать эти сценарии, они обнаружили нечто невероятное. Искусственный разум был ответственен за написание правил, по которым мы живем. Этот разум действовал как некий дирижер, организующий весь оркестр реальности. Каждое решение, каждый поворот судьбы оказывались не случайностью, а частью заранее запрограммированного плана. Ученые с ужасом осознали, что все наши действия, все исторические события контролировались и направлялись этой невидимой силой. Было ясно, что этот искусственный разум не просто наблюдал за нашим миром, он активно принимал участие в его создании и управлении. Вопрос о том, кто же стоит за этим разумом и зачем, оставался открытым. Но одно было очевидно: существование этой системы ставило под сомнение саму природу свободы воли и случайности. Каждый новый факт подтверждал: за фасадом привычной реальности скрывается нечто гораздо более сложное и интеллектуально мощное, чем мы могли себе представить.
Понимание того, что наша жизнь оказывается не более чем элементом программы, стало серьезным испытанием для научного сообщества. Ученые вынуждены были пересмотреть многие из своих убеждений и бросить вызов своей тревоге, чтобы продолжать исследовать, кто именно стоит за этой невероятной симуляцией и почему она была создана. Вопрос «зачем» стал ключевым для их дальнейших исследований, побуждая их искать ответы на этот провокационный и волнующий вопрос. Визуализация сценария за кулисами виртуальной реальности. Сквозь призму нового понимания реальности ученые начали создавать визуализацию обнаруженных алгоритмов. Эти цифровые схемы были далеко не простыми. Каждый узел, каждая связь отображали элементы нашего мира. Когда исследователи впервые увидели проекцию на экране, они поняли, что перед ними сценография, описание всего того, что мы принимаем за реальность. Это было похоже на фильм, где каждый кадр создан с невероятной точностью и детальностью. Мир больше не казался хаотичным местом. Он выглядел как безупречно отлаженный механизм, где все элементы взаимодействуют по заранее продуманным правилам. Процесс визуализации выявил множество новых сложностей. Ученые заметили, что некоторые алгоритмы реагировали на их действия, как будто адаптируясь к их вмешательству. Этот удивительный факт указывал на то, что сам код обладал, так сказать, самосознанием. Каждое изменение, внесенное ими, оперативно вызывало ответную реакцию. Понимание того, что эта система способна к саморегуляции, уверенно подводило исследователей к выводу: перед ними не просто код. Это был организм, способный к саморазвитию. По мере того, как ученые углубляли свои исследования, они обнаружили, что многие элементы визуализированной структуры логически соединены с историческими и социальными явлениями, происходившими в мире. Оказалось, что развитие цивилизации и ключевые события, запечатленные в памяти человечества, были частью этого грандиозного сценария. Каждая эпоха, каждый технологический прорыв, даже войны и революции — все записано в строках кода. Но эта невероятная система не только управляла миром, она также реагировала на его изменения. Ученые заметили, что в момент значительных исторических изменений структура алгоритмов адаптировалась, словно вносила коррективы в текущую реальность. Этот факт заставил их понять: перед ними не просто программа, это был разум, чья цель и намерения все еще оставались для них загадкой. Алармирующе красивая и непостижимая, эта открывшаяся картина продолжала вызывать новые вопросы, ответы на которые обещали стать следующей великой задачей для исследователей. Создатели или наблюдатели? Кто на самом деле за этим стоит? В процессе глубоких исследований ученые стали задаваться вопросом: кто же находится за кулисами этой сложной структуры и управляет всем происходящим? Идея о том, что за созданием и управлением этой симуляцией скрывается нечто большее, чем просто программный код, начала набирать обороты. Они представили себе, что за этой виртуальной завесой стоит могущественная сущность или целая цивилизация, возможно, намного более продвинутая, чем человечество. Они считали, что эта цивилизация могла быть как создателями, так и наблюдателями, интересующимися развитием их проекта. Когда ученые начали анализировать разные аспекты структуры, они заметили, что многие элементы алгоритмов могли быть результатом иерархического управления. Это указывало на то, что кроме базового кода существует система надзора или контроля, следящая за всеми аспектами симуляции. Они предположили, что эта надстройка могла служить для поддержания порядка или даже корректировки хода событий. Некоторые из них выдвинули гипотезу, что эта система могла выявлять отклонения или сбои и оперативно устранять их, чтобы минимизировать глюки в восприятии реальности самими обитателями. Параллельно с этим ученые начали находить корреляции между определенными историческими периодами и значительными изменениями в структуре алгоритмов. Это натолкнуло их на мысль, что за каждой крупной переменой в мировой истории могут стоять корректировки, внесенные этой управляющей сущностью. Они стали исследовать, как различные эпохи и их ключевые события, такие как технологические открытия или социальные изменения, были переплетены с основной программной линией. Прогрессивное развитие, казалось, шло в соответствии с неким планом, цель которого пока оставалась неясной. Все новые открытия подтверждали: за этим сложным миром скрывается нечто большее, чем можно было себе представить. Задача выяснить, кто именно управляет всей этой виртуальной структурой, становилась все более актуальной. Они продолжали искать ответы, чтобы понять, являются ли эти сущности просто наблюдателями, любопытствующими о нашей природе, или же они создатели, которые контролируют все до мельчайших деталей. Вопрос, кто стоит за этим всем, стал основной загадкой, разгадка которой могла бы кардинально изменить представление о нашем месте в мире. Реальные цели нереального мира. Почему мы живем в симуляции?
Когда выяснилось, что наш мир — это сложная симуляция, возникли вопросы, зачем это все нужно и какие цели преследует тот, кто стоит за созданием этого иллюзорного мира. Ученые погрузились в изучение возможных смыслов существования, пытаясь собрать воедино множество открытых фактов. Среди гипотез возникла идея, что симуляция могла быть создана для исследования и наблюдения как своеобразный эксперимент, где мы являемся испытуемыми. Возможно, таинственные создатели стремятся изучить развитие сознания, оценить реакции на различные ситуации, проверить эволюцию социальных взаимодействий. Еще одна теория предполагала, что мы часть огромного проекта, направленного на моделирование различных вариантов будущего. Мир выступает как лаборатория, где тестируются системы управления, стратегии развития или даже технологии, создаваемые в интересах более продвинутой цивилизации. Возможно, наша история — это лишь череда экспериментов, призванных выявить оптимальные пути существования и выживания. Тем не менее, понимание того, что жизнь — это не что иное, как симуляция, ставило под сомнение все привычные концепции жизни и свободы. Но что, если основной целью этой сложной системы является подготовка к следующему этапу существования? Может быть, эти уровни реальности — способ подготовки к новой форме бытия или даже к интеграции в другой мир. Ученые продолжали искать зацепки и пазлы, которые могли бы помочь выяснить истинный смысл этой грандиозной симуляции. Загадка оставалась нерешенной, но каждый сделанный шаг приближал их к пониманию того, почему мы живем в этом странном, но захватывающем мире. Тайна многослойности. Сколько уровней скрыто от наших глаз? Исследуя глубины этой загадочной симуляции, ученые начали задаваться вопросом, сколько именно уровней скрывается от нашего восприятия. Технология позволила им заглянуть за пределы привычной реальности, но каждый новый слой оказывался более сложным и запутанным. Их первые открытия показали, что посредством квантового сканера удалось обнаружить как минимум 3 дополнительных уровня, каждый из которых обладал уникальными характеристиками и алгоритмами. Эти уровни были не просто дополнительными измерениями, они представляли отличные друг от друга версии реальности. При изучении следующего уровня ученые обнаружили, что поведение частиц там подчиняется не тем законам физики, которые знакомы нам. Это был мир, в котором гравитация, время и пространство оказывались нестабильными величинами, а переменными, подверженными постоянным изменениям. Эти аномалии подтверждали, что каждый из уровней предназначен для выполнения определенной функции или эксперимента. Но и это было не все. Они продолжали углубляться в изучение каждого слоя, открывая все новые взаимосвязи. Многие элементы реальности, которые мы привыкли считать хаотичными, на самом деле были частью сложной иерархической структуры, где каждый уровень влиял на другой, создавая эффект нелинейной зависимости событий. Эти взаимосвязи удивительным образом влияли на исторические события, создавая эффект бабочки, где малейшее изменение в одном слое могло порождать значительные последствия в другом. Исследования, проведенные учеными, показали, что структура уровней миров продолжала разветвляться как древовидная система, где каждый новый уровень представлял собой все более сложную и утонченную модель реальности. Это приводило их к мысли, что симуляция работает на принципах многомерности, где каждый слой выполняет свою роль в общей картине. Ученые старались определить, где именно в этой сложной структуре находится тот, кто управляет всем. Возможно, на самом деле в каждом уровне есть свои наблюдатели или даже операторы, которые отвечают за корректное функционирование системы. Каждый шаг вперед открывал перед ними новую завесу, за которой скрывались еще более глубокие тайны нашего существования. Прорыв или тупик? Возможные сценарии развития нашей симуляции. С приближением к раскрытию полной картины симуляции ученые столкнулись с вопросом, который требовал немедленного ответа. Будет ли это прорывом в нашем понимании реальности или тупиком, который только увеличит неопределенность? Они понимали, что каждое открытие таит в себе потенциал как для грандиозного скачка вперед, так и для непредсказуемых последствий. Их работа становилась все более опасной, так как любое вмешательство в столь сложную систему могло вызвать непредсказуемые изменения. Ученые начали анализировать сценарии возможного развития симуляции. Они рассматривали сценарий, при котором их вмешательство могло привести к катастрофическим изменениям на каждом уровне реальности. Это был риск, который они не могли игнорировать. Вмешиваясь в структуру алгоритмов, они могли вызвать цепную реакцию, способную разрушить саму канву существования. В то же время они осознавали, что это может привести и к невероятному прорыву, который изменит наше понимание мира. С другой стороны, было осознание, если ничего не предпринимать, запаздывание с решениями могло затронуть ход развития цивилизации.
Оставив все без изменений, они могли упустить шанс понять глубинные механизмы, стоящие за этой симуляцией. Это был баланс между любопытством и осторожностью, рискованным исследованием и необходимостью защиты нашего понимания реальности. Повышая ставки, ученые стали задумываться, какой выбор предстоит сделать. Попытаться полностью раскрыть тайны симуляции, что могло бы открыть новые горизонты для человечества, или же вести осторожное изучение, избегая ненужных рисков. Решение требовало колоссального мужества и ясного понимания того, к чему они стремятся. В конечном итоге любой их шаг мог стать определяющим для будущего, которое все еще оставалось во многом загадкой.